Здравствуйте! Приветствую вас на канале Мир модной одежды. Шить из трикотажа нам необходимо посчитать коэффициент растяжимости, узнать коэффициент растяжимости конкретного трикотажа. Трикотаж по качеству бывает разный, кто-то сильно тянется, кто-то меньше. Поэтому для того, чтобы создать хорошее изделие, надо узнать коэффициент растяжимости. Если мы будем шить плавочки и бюстгальтера, нам надо коэффициент растяжимости только по поперечной. Если мы будем шить боди, купальники, нам еще по долевой. По долевой он тянется меньше. Для того, чтобы посчитать коэффициент растяжимости, откладываем 10 сантиметров. Отложили 10 сантиметров и начинаем ткань растягивать. Растягивать не до фанатизма. Мы не будем ее рвать или еще что-либо. Так, чтобы она сохранила рисунок. Вот. Я ее растянула до 11,5. Растянулся у меня. Сейчас мы посчитаем коэффициент растяжения. Коэффициент растяжимости равняется длина первоначальная к длине конечной. Конечная. В данном случае 10 я делю на 11,5. Сейчас посчитаю, что это будет. В данном случае у меня получился 0,87. Точно так же измеряется при необходимости коэффициент растяжения по долевой. И сейчас вот этот коэффициент нам нужен. Когда мы будем строить выкройку, все линейные размеры, объемы мы будем умножать вот на этот коэффициент. Для того, чтобы нам построить выкройку трусиков, нам нужны размеры. Давайте я вам сейчас сразу на чертеже буду показывать. Обхват талии. Обхват бедер. Измеряем параллельно полу, сантиметровая линия параллельно полу по самым выступающим точкам. Вот это у нас обхват бедер, обхват талии. Далее, высота сидения, она измеряется от линии талии, когда вы сидите, от линии талии по боку до стула. Здесь невозможно показать, поэтому не показываю. Седло, такой интересный размер. Мы потом проверяем правильность построения нашей выкройки от линии талии по среднему шву, от линии талии по переду до линии талии по спинке. Длина по боку. Если вы не хотите высокие трусики, а хотите заниженной талии, где-то здесь, вот этот размер по боку от линии талии до линии желаемой высоты трусиков, это длина по боку. То же самое мы измеряем по переду. Длина спереди. Итак, размер от линии талии до линии бедер. Это у нас высота бока. Но это не высота трусиков. Трусики мы для себя определяем, что где-то здесь у нас будет высота трусиков, вырез для ноги. Что я хочу сказать, не делайте его. Здесь у нас вот кости торчат, тазобедренные суставы, там анатомию я знаю плохо, но знаю, что есть. А вот здесь у нас есть такая впадинка. Вот пусть лучше вот эта линия выреза проходит по этой впадинке, тогда они не будут выступать через одежду. И от линии талии до этой линии это у нас высота трусиков. Это высота трусиков. Вот эти размеры нам нужны. Далее, здесь я сделала предварительные расчеты. Поскольку у нас ткань растяжимая, коэффициент растяжимости умножаем. Сразу берем выкройку по мерке, с учетом коэффициента растяжения и просчитываем объем талии, объем бедер. Так, для себя я здесь выписала объем бедер, но все необходимые размеры. Дальше. Для построения нам нужна будет 1/4 высоты, объем обхвата бедер, 1/4
обхвата талии. Ну и далее по формуле. Формулы все я вам тоже дам. Для расчета ластовицы нам нужно будет еще пару формул. Здесь вот они, я их все выписала для построения чертежа. И приступаем к построению чертежа. В левой части листа проводим вертикальную линию. Ставим точку А. От точки А вниз откладываем высоту сидения. В данном случае 28 сантиметров. И ставим точку Б. От точки Б вниз откладываем ластовицу. По формуле объем бедер, деленный на 10, минус 1. 7,9 сантиметров. И ставим точку С. Поставили точку С. Через точку С вправо проводим горизонталь. И откладываем на ней размер, равный обхвату бедер, деленный на 4. Вот этот размер, обхват бедер, уже с учетом коэффициента растяжения, деленный на 4. 22,2 сантиметра. И ставим точку С2. Через эту точку С2 мы проводим вертикальную линию на пересечение с вот если мы через точку А проведем горизонталь, и на пересечении вот этих двух линий у нас получится точка А2. От точки А2 вниз откладываем высоту бока 20 сантиметров. 20 сантиметров. И ставим точку Б2. От точки А вправо откладываем размер, обхват талии, деленный на 4, 16,2. И ставим точку А3. Соединяем Б2 и А3. И от точки А3 вниз откладываем размер, высота трусиков 16 сантиметров. И ставим точку С3. От точки С3 влево и вправо откладываем по 1,5 сантиметра. Проводим горизонталь по 1,5 сантиметра. Ставим точку 4 и точку 3. Точно так же от точки А3 влево и вправо откладываем по 1,5 сантиметра и ставим точки 2 и 1. Далее строим ластовицу. От точки С вверх и вниз откладываем размер. Вот мы посчитали 7,9 у нас было, деленное на 4. И ставим точку 5 и точку 6. Вправо от этих точек горизонтальные линии. Это у нас будет ширина ластовицы. Ширина ластовицы, ну, в среднем берется 2,5 сантиметра. Откладываем 2,5 сантиметра и ставим точки 7 и 8. От точки 7 вниз откладываем полсантиметра. Точка 7 штрих. И от точки 8 вверх полсантиметра. 8 штрих. Теперь вырез для ноги по передней детали. Соединяем 8 штрих с точкой 4. Делим эту линию пополам. Восстанавливаем перпендикуляр и будем прорисовывать вырез для ног. Но в среднем здесь берется размер от 6 до 8. Все это абсолютно индивидуально. Поэтому возьмем 6. Это все мы уточним при примерке. И теперь нам надо плавной линией соединить вот эти точки. Вот по переду мы соединили.
Здесь соединял 6, 8 штрих, 5 и 7 штрих. Осталось нам спинку. Соединяем точку 7 штрих с точкой 3. Делим пополам. И сюда перпендикуляр 0,7 сантиметров. 7 миллиметров. И дальше будет достаточно сложная линия. Вот эта линия спины. По переду, на передней части, вниз от точки А 1 сантиметр, проводим горизонтальную линию и потом соединяем с точкой 2. Дальше мы по лекалу все эти линии обведем. Вот сейчас у нас получился чертеж классических трусиков высоких до талии. Но не всем это такие нужны. Если вам нужно пониже талии, то у нас есть мерки, насколько от линии талии пониже. Вот DS 6. Откладываем здесь 6 сантиметров. Ставим точку. По боку откладываем 5 сантиметров. Ну, то, что мы померили, вы померите, у вас может быть свое. Проводим влево и вправо. Вот это точки. Вначале у нас идет горизонтальная линия, а потом уже пойдет изогнутая. Значит, что это передняя часть. Что касаемо задней части. Если ягодицы плоские, то линия может повторять. Если ягодицы выпуклые, то тогда это прямая линия. Это все индивидуально. Теперь, да, в данном случае у нас получилась цельнокраёная ластовица. Если нам нужна отрезная ластовица, мы на где-то примерно 12 сантиметров в среднем. И здесь вот так вот проводим линию. Что у нас получилось? У нас получилось. Сейчас я вам переднюю часть обведу. Вот это передняя часть. Сейчас обведем заднюю. Если ластовица будет не цельно, тогда эта деталь будет вырезаться отдельно. Спинка остается также, полочка вот такая. И вот эта деталь отдельно ластовица. Теперь совмещаем спинку и перед. И что мы видим? Очень некрасиво. Поэтому здесь надо скорректировать эту линию. Наклеиваем скотч с одной стороны и с другой. И теперь рисуем красивую линию. Можно от руки, можно по лекалу. Здесь по лекалу неудобно. Вот таким вот образом. Теперь, в данном случае у нас цельнокроенная ластовица.
И получается очень большой выпад. Можно сшить цельнокроенную ластовицу, это как вам нравится. А можно сделать ластовицу отдельно сшить, и тогда у нас будет экономия материала. Откладываем сюда 2 сантиметра в сторону спинки. Так, это у нас спинка, это у нас так, направление долевой нити. Здесь сгиб. Перед. Долевая нить. Сгиб. Два сантиметра сюда. И проводим линию. И сама ластовица где-то 10-12 сантиметров. И я вам рекомендую, что сделать. Сгибаем пайку, снимаем выкройку этой ластовицы. Так, это спинка, это перед. И снять на кальку выкройку с такой ластовицей. А саму выкройку опять разрезать так, как у нас было. Можете сразу разрезать все и кроить. Дальше мы должны в идеале по этой выкройке сшить макет. На макет берется ткань с тем же коэффициентом растяжения, что и та ткань, из которой вы будете шить себе белье. Это может быть одна и та же ткань. Раскроить и сшить, если вы хотите сшить красивое, хорошее белье. И на основе этого шить дорогие модели. Это невозможно сделать, если вы снимете выкройку с готовых каких-то трусов. Не получится. Это будет что-то похожее на хорошее белье, но не более того. Потому что в данном случае будут учтены все особенности вашего тела. Но это точно так же, как вы покупаете одежду в магазине, и где-то вам не подходит. И вам кажется, что это все нормально. Я сама пока не попробовала. Я раньше не знала, что можно шить нижнее белье с учетом индивидуальных особенностей нашего тела. И поэтому мне казалось, что то, что продается, на самом деле это хорошо, это данность, и больше другого быть ничего не может. Когда попробовала, оказалось, что может. Потому что, если вы обратите внимание, да, какие-то трусики вам впиваются в вас, какие-то с живота скатываются, какие-то это все просто усредненный такой пошив, который не учитывает особенности вашего тела. Поэтому давайте мы с вами сделаем хорошую выкройку, подгоним ее, и потом по этой выкройке вы будете сошьете любое белье класса люкс. Сейчас мы будем выкраивать. Это мы берем ткань, либо ту же ткань, из которой мы будем шить свои первые изделия, либо ткань, у которой коэффициент растяжения точно такой же, как и у того материала, из которого вы будете шить белье. Вот таким образом мы раскроили. Для макета нам нужны только здесь припуски и припуски здесь. Припуски нам здесь надо, чтобы мы между собой сшили. Перед со спинкой сшили. Здесь совмещаем, конечно, серединка с серединкой. Прошиваем на швейной машинке с большой длиной стежка, чтобы потом было легко распарывать. Для чего мы все это делаем? Сейчас мы это сшили, надели и начинаем смотреть, как это все на нас сидит. Где-то надо убавить, прибавить, вырезать. Изменения могут вноситься абсолютно в любом месте. Это идет подгонка конкретно по вашей фигуре. Чаще всего это по вырез для ноги. И вот у нас получились трусики.
Их надо надеть и внимательно посмотреть. Может быть, здесь надо вырезать. Смотрите, как вам удобно. Особенности вашего строения тела. Может быть, здесь вырезать. Может быть, здесь укоротить. Где-то изменить здесь. Ну, любые. Вот смотрите так, чтобы они сидели на вас идеально. Здесь добавить, здесь убавить. И вот когда вы внесли все эти изменения, прям вот здесь, мелочком, иголкой с ниткой, можете подрезать на себе. Потом вы снимаете эти трусики, распарываете их, прикладываете к выкройке и вносите уже коррективы на выкройки. И вот это будет ваша идеальная выкройка.